Всем привет! С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и сегодня я вам расскажу про Dacia Sandero Stepway. Данный автомобиль – это кроссоверная версия обычного Sandero. В передней части я бы выделил полностью новую светотехнику. Габариты и ближний свет у нас светодиодные, а дальний свет у нас галогенный. Передний бампер у нас украсили вот такие хромированные вставки и тоже галогенные противотуманки. Решетка радиатора у нас практически такая, как во всем модельном ряду Dacia, только у нас некоторые есть отличия. Это надпись Stepway и такие хромированные вставки. Снизу бампер автомобиля обрамлен серым пластиком. Это сделано для того, чтобы придать автомобилю кроссоверный вид. На капоте Sandero Stepway у нас расположились две выштамповки. Это тоже придает автомобилю агрессивный вид и улучшает аэродинамику. Спереди, пожалуй, все. Давайте оценим автомобиль в профиль. Кроссоверный стиль автомобиля у нас подчеркивают пластиковые накладки на колесные арки, пороги и накладки на дверях. Но это не накладки, а наклейки. Но согласитесь, выглядит довольно стильно. Если сравнивать Sandero Stepway с предыдущим поколением, то в профиль он стал более обтекаемым. Еще хотелось бы выделить на крыше рейлинги, которые могут быть как украшением автомобиля, так и багажником. Для улучшения безопасности автомобиля производитель на дверях сделал вот такое ребро жесткости, на которой и находится наклейка. Хотелось бы еще отметить довольно большие зеркала. Размеры Sandero Stepway таковы. Длина 4099 мм, ширина 1848 мм, высота 1587 мм, колесная база 2604 мм. Дорожный просвет у нас 21 см. Колеса у нас 205 на 60 R16. Спереди у нас подвеска Макферсон, сзади балка. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные. Вот такие. Вот такое еще украшено. Еще мне нравится, что автомобиль украшен красивыми вставками под хром с надписью Stepway. Давайте перейдем в заднюю часть автомобиля и посмотрим, чем он там примечателен. Задняя часть автомобиля, конечно, тоже была обновлена. Я бы выделил новый дизайн задних фонарей. Прослеживаются у нас Y-образные линии, а также кроссоверный бампер, который тоже выполнен у нас из черного пластика с серебристой вставкой. В массивном бампере у нас расположились датчики парктроника и стильные противотуманки. Верхнюю часть багажника у нас украшает спойлер со встроенным повторителем стопов. Объем багажника у нас начинается от 328 до 1108 литров. Так как это у нас бюджетный автомобиль, особой изысканности здесь нет, но все, что надо, производитель разместил. Здесь у нас есть домкрат, знак аварийной остановки, ключи и огнетушитель. Производитель также установил довольно плотную шторку, которую можно снять, и объем багажника, конечно же, увеличится. Давайте посмотрим, что у нас находится под полом багажника. Пол багажника выставляется в двух уровнях, вот как сейчас есть, либо чуть-чуть выше. Вот такого. Под данной крышкой у нас расположилось полноразмерное запасное колесо. Шумоизоляции нет, но ее заменяет данная крышка. Крышка багажника по центру защищена пластиковой вставкой. В ней же находятся две ручки и, кстати, есть газовые упоры. Давайте пройдем в салон и посмотрим, что у нас внутри. Неплохо за такую цену. О цене я вам расскажу в конце. Опять же, одно и то же. Первое, на что обращаю внимание, это руль. Как же мне нравится этот руль. О боже. О боже, он такой твердый, упругий. Ну, вот прикольно, с такого не было. Типа салон не узнать, он полностью, но он совершенно новый. До этого не было руля, но сейчас он появился, да? Передо мной совершенно новый салон. Здесь много чего изменилось. Давайте будем разбираться. Начнем с руля. Руль у нас мультифункциональный, регулируется как по вылету, так и по высоте.
поэтому каждый сможет настроить его под себя. На руле у нас расположились кнопки круиз-контроля и ограничителя скорости. Это разные вещи. Справа на руле у нас расположились кнопки управления громкой связью, бортовым компьютером и мультимедией. Справа от руля у нас расположилось два рычага. Верхний — это управление стеклоочистителями. На нижнем же можно управлять громкостью аудиосистемы и уровнем громкости телефонной связи. Также есть три кнопки управления мультимедией. А слева у нас расположился рычаг управления освещением. Давайте провернем ключ и посмотрим на приборную панель. Автомобиль нас приветствует. Чуть-чуть ругается, так как сел аккумулятор. Слева у нас расположился аналоговый тахометр, справа спидометр. По центру дисплей бортового компьютера. На нем мы можем увидеть, сколько автомобиль сможет проехать на данном количестве топлива, километраж, средний расход топлива и так далее. По центру у нас расположился 8-дюймовый экран мультимедии. Выглядит он довольно прилично. При помощи него мы можем управлять радио, навигацией, отвечать на телефонные звонки, либо звонить. Тут есть также настройки, очень много настроек. А также можно интегрировать ваш телефон с системой Navi и управлять его функциями при помощи данного экрана. Хочется еще выделить удобный держатель для телефона, с которого я все считывал. Рядом с мультимедиа расположился у нас USB-порт. Он предназначен как для зарядки ваших гаджетов, так и для взаимодействия с мультимедийной системой. Так как автомобиль у нас бюджетный, сверху у нас расположился твердый пластик, ниже тканевая накладка, но хотелось бы отметить, что все подогнано хорошо, ничего не скрипит. Надо брать. Из особенностей версии Sandero Stepway я бы отметил дефлекторы новой формы с вставкой под золото. Ниже расположился блок кнопок, на котором можно управлять центральным замком, аварийкой. Есть индикатор работоспособности подушек безопасности. Также можно посмотреть, пристегнут пассажир или нет. Есть кнопка отключения старт-стоп и включения эко-режима. Еще ниже у нас расположился блок кнопок и крутилки для управления климатической установкой. У нас может быть как просто кондиционер, так и климат-контроль. Из кнопок здесь также разместились обогрев лобового стекла и обогрев заднего стекла. В самом низу у нас расположился глубокий кармашек, куда можно поставить свой телефон, чтобы он не мешал. И есть розетка 12 вольт. Конкретно в данном автомобиле здесь расположился рычаг механической коробки передач, но здесь может быть и селектор переключения режимов вариатора. На центральном тоннеле у нас расположилась также кочерга ручника, два подстаканника, один побольше, другой поменьше, и еще одна розетка на 12 вольт. Следующее, на что обращаешь внимание, это удобные кресла, также с надписью Stepway. Они украшены оранжевой и белой строчкой. Выглядит симпатично. Кстати, подголовники тоже у нас новой формы. Ну, сразу непривычно, но я думаю, со временем они начинают нравиться. На водительском сидении есть удобный подлокотник. По поводу регулировки сидений. Пассажирская у нас регулируется в 4 направлениях, а водительская в 6. Так, что по поводу бардачка. Здесь у нас он разделен на 2 части. В нижней части можно расположить какие-то мелкие бумаги, а далее у нас расположилась более глубокая ниша. А что, сверху я хотел бы отметить Крышу. То есть, когда идет дождь, чего не капает. Сверху я бы хотел отметить солнцезащитные козырьки с зеркалом. Также есть кнопки управления освещением салона. Из нового здесь у нас устанавливается кнопка стоп. Давайте нажмем и посмотрим, что произойдет. Кнопку стоп останавливается машина. А? Когда нажимаешь стоп. останавливается машина. Из новшеств на потолке расположилась кнопка SOS. Что касается зеркала заднего вида, оно простое, обычное. Можно настроить под себя, поправить прическу и ехать дальше. Давайте посмотрим на карты дверей.
Здесь также прослеживаются тканевые накладки, стильная и яркая вставка, глубокий кармашек, можно поставить бутылку с водой. Есть у нас аудиосистема, кстати, она на 6 динамиков, в дверях по одному и высокочастотные динамики в торпеде. Возле ручки расположились кнопки управления стеклоподъемниками, их здесь 4, так как 4 двери, и электрорегулировка наружных зеркал. Давайте я выставлю сиденье в удобное положение для меня, как для водителя, пересяду назад и посмотрю, как будет чувствовать себя пассажир за мной. Опа! Удобненько. Места сзади и так достаточно, но производитель еще в водительском сидении и сидении переднего пассажира предусмотрел углубление для коленей заднего пассажира. Также хочется отметить довольно глубокие кармашки, куда можно поставить или тетради, или даже бутылочку с водой. Но бутылку с водой также можно разместить и в картах дверей. На картах также расположились кнопки управления стеклоподъемником и динамик аудиосистемы. Конечно же, есть поручни для удобной посадки и высадки. Сиденья, конечно, простые, но есть удобные подголовники и крепление детского кресла Isofix. Они сейчас зашиты, но когда вы купите данный автомобиль, если пожелаете, можете их разрезать и крепить детское кресло. Если у вас есть. Ну и, конечно же, нужно еще сделать ребенка до этого. Забыл сказать, что автомобиль получился очень безопасным. Здесь у нас есть 2 фронтальные, 2 боковые подушки безопасности и 2 шторки. Так что, я думаю, можно довериться данному автомобилю и передвигаться именно на нем. Когда я вам рассказывал про багажник данного автомобиля, я забыл показать, как складываются у нас задние кресла и, возможно, получается ровный пол. Складывание у нас происходит 2 к 1. И, кстати, посмотрите, если крышка багажника у нас расположена в верхнем положении, то получается ровный пол. Круто. Давайте посмотрим, что у нас расположилось под капотом. Газовых упоров нет, но есть вот такая вот палочка-выручалочка. На Sandero Stepway могут устанавливаться на выбор 2 двигателя. Это либо 1-литровый турбированный бензиновый двигатель на 90 лошадиных сил и 160 ньютон-метров крутящего момента. Также есть очень интересный 1-литровый турбированный битопливный газ-бензин двигатель на 100 лошадиных сил и 170 ньютон-метров крутящего момента. В качестве коробки здесь могут устанавливаться либо 6-ступенчатая механика, либо вариатор. Хотелось бы, конечно, чтобы еще здесь был полный привод, но, к сожалению, авто поставляется лишь с передним приводом. Максимальная скорость у нас ограничена на отметке 170 км в час. Средний расход на бензине составляет 5 литров, а на газу 7. От 0 до 100 км в час автомобиль разгоняется за 12 секунд. Что касается цены на Sandero Stepway 2 поколения, то она начинается от 11 400 евро. Производитель дает гарантию 3 года, либо 100 тысяч километров пробега, в зависимости, что настанет быстрее. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, как вам Sandero Stepway 2 поколения. Также прошу поделиться данным видео с своими друзьями. Здоровья вам и вашим близким!